что, друзья, всем доброго, прекрасного утра из Турции, из отеля IC Santai, из Белека. И давайте это прекрасное турецкое утро начнем с вкусного турецкого завтрака. Отправляемся сегодня в главный корпус и в главный ресторан. Ресторан у нас находится на самом нулевом этаже, на самом нижнем. Проходим вдоль всех магазинов, а-ля карт проходим, и здесь у нас будет main ресторан. Здесь на входе, смотрите, масочки выдают, здравствуйте, для взрослых и для деток вот такие цветные. Спасибо. Ну и также вас здесь сканируют. Эта штучка измеряет вашу температуру, и там девушка отображает, сколько у вас градусов. Современные технологии приходят к нам в дом и к вам в дом. Большой брат везде следит за нами, везде камера. Так, ну что, отправляемся на завтрак. Пойдемте посмотрим, чем вы будете трапезничать здесь. Такая атмосфера в ресторане. Кстати, ресторанчики, я хочу заметить, обновили. Мы были зимой, и была другая мебель. Здесь, смотрите, свежевыжатый сок. Прям настоящий свежевыжатый сок. Вон его давит. Вон в том аппарате апельсины выдавливают и наливают вам свежевыжатый сок. Потом здесь напитки тоже. Это уже не свежевыжатые, но другие. Мультифрукт, там все. Чай, кофе. Здравствуйте. Все здесь, видите, в кофемашинах, зернах. Дальше вот такая у нас зона большая с рестораном. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Здесь два вида супчика, томатный и куриный бульон. Огромное количество булок, лепешек, здравствуйте, улиток, всего. Семиты турецкие, круассаны, мои любимые. Смотри, много всего. Здесь еще и панкейки, да, и пироженки. Ничего только нет. Хочешь с сыром, хочешь с маком. Так, давайте вот так вот поворачиваемся и пойдем дальше посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас вот такие бутерброды с сыром. Очень классная идея. Потом здесь у нас перец, а внутри что-то там запеченное. Если что, вот тут сверху написано фаршированным яйцом запеченный перец. Здесь пончики у нас турецкие, это называется пиши. Ну типа наших пончиков, кстати, очень вкусно делают, прям вообще безумно вкусно, это обалденная штука. Так, треугольнички с сыром, потом сосиски жареные, потом картошечка фри. Здесь у нас панкейки, панкейкам добавочки, шоколадные, мед, сахарная пудра. Так, давайте вот так вот дальше разворачиваем, сейчас к этому вернемся, вот сюда пойдем. Здесь вот так все за стеклом, ходить надо по стрелочкам, вот, чтобы не нарушать ничего. Здесь у нас что? Яичница, болтунья, да, омлет в молоке, грибы жареные, картошечка. Здесь крокеты картофельные, здесь каша. Это у нас овсяная каша, это рисовая каша. Яйца вареные 5 минут, яйца вареные 10 минут. Кто любит полегче, то. И вот, кстати, вот этот турецкий пирог с сыром. Очень вкусная, классная штучка. Мерхаба. Все, забываю. Так, вот здесь я для вас достану сейчас другую камеру, буду другую камеру снимать, потому что все за стеклом, вот так вот, и надо приближать. Видите, какое расстояние? 1 метр. Так, сейчас вот здесь снимем, потом достану. Фрукты, виноград, яблоки, персики. Это что у нас, кто знает? Это черешня, она реально здесь очень вкусная, потому что сейчас сезон, лето. Дыни, арбузы тоже все очень вкусно, тоже все сочное и сладкое. Правильно, пока снимаем, мы кушаем, сидим, правильно я снимаю. Не обязательно стоять в очередь за кофе, за этим, за всем, за соком. Просто ли к вам официант подходит, или я сейчас подошел к официанту, мимо с ним просто встретился, я говорю, можно мне на стол принести напитки? Он сказал, без проблем, я заказал мне кофеечек, сок, и он нам сейчас все принесет. Так, давайте покажу вам, что здесь у нас. Приближаемся на нашей камере и смотрим. Здесь зеленушечка, огурцы, помидоры, лимон, оливки, маслины, соленья, коренья, варенье, все, что хочешь. Там джемы всякие. Потом здесь у нас что там, курага, мед, сыр, джемы тоже, знаете, упаковочках индивидуальных вот таких. Палочки, изюм, инжир даже есть. Вот он, вон там лежит. Вот, видите, как все стеклом. Мархат лукум тоже есть. И давайте к другой стоечке переместимся. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Давайте вот отсюда начнем, сблизи, чтобы было лучше видно. Здесь у нас мед в сотах, потом сыр. Много сыра. Давайте вот так перемещаемся. И здесь еще тоже, смотрите, сыр. Разные виды сыра много. Хочешь косичкой, хочешь пластом, чем хочешь. Йогурты, масло. Потом что еще, тоже еще, смотрите, сыр шариками, да, моцарелла.
колбаса, несколько видов колбасы. Колбаса, да? А здесь у нас этот, как он называет? В общем, турецкая вот эта штучка. Кстати, очень вкусная. Забыл, как называется. С утра еще не проснулся просто, ну как обычно, знаете. По утрам немножко я туплю, что делаю. Вот, смотрите, еще зона ресторана. Вот такая вот. И вон там зона гриль. И там же должны жарить омлет и яичницу. Так, яичница с омлетом уже не работает, потому что сейчас время уже 10:50. Так поздно мы пришли на завтрак. Он мне сказал, что где-то здесь. Ну вот, который вареный, только яйца. Вот поэтому только здесь. Вот параллельно, смотрите, вот еще вот такая зона, да, где можно сидеть. Там на улице можно сидеть. Там тоже есть свой бар. Здесь тоже чай, кофе, но это все вам приносят. И здесь еще напитки. Ну, это все ближе к обеду. Пойду возьму что-нибудь поесть, то сейчас все уберут уже. А сейчас останусь без завтрака. Такой у нас получился завтрак. Апельсиновый сок, кофе, круассан, сыр. И взял попробовать вот настоящий натуральный йогурт. Очень здорово, что здесь вот такие большие чашки для любителей кофе. Это вообще классно. С маленькими чашечками бегать, взял большую чашечку. И, кстати, там есть еще бумажные стаканчики, прям вот такие же большие. Кто любит, можно налить. И все, и пойти с собой, там взять на пляж, погулять, куда-нибудь. Ну, летом жутковато, а зимой это вообще актуальная тема. Смотрите, все приборы здесь индивидуально в упаковках, все запечатано, опечатано товаром, качество, сертификат. И здесь у нас салфетки. И есть даже еще антисептические салфетки, соль, перец, там также индивидуальные, еще зубочистка для каждого. Ну что, вот такой вот завтрак, на все включено. На all inclusive, на шведский стол. Пишите, что вы думаете. Здесь, кстати, есть еще детское питание. Вот здесь детский стол. На обед, на ужин он будет работать, здесь будет много всего. Возможно, он и сейчас работал, но 11 часов это у нас уже практически поздний завтрак. Для позднего завтрака, если это очень круто. Смеси 1, 2, 3, 4. И здесь у нас что? Фруктовые баночки. Овощные. Вот мясных банок вообще никогда в Турции не бывает, поэтому имейте в виду, если с маленькими детками едете. Ну а так там все, что ей нужно для деток, тоже, видите, подогревалки, блендеры, шмендеры вам здесь помогут, все сделаем. Что, отправляемся дальше покорять отель. Если по этой лестнице наверх подняться, там будет ресепшн. Зона лобби, куда мы первый раз приехали. Здесь у нас дерево желаний. Можно завязать ленточку. Браслетик, смотрите. От этого отеля, от другого. Нет, сейчас в этом отеле нет браслетов. Сейчас очень мало таких отелей есть вообще браслет. В общем, можно завязать, загадать желание. Ну, обязательно сбудется. Можно сказать желание, чтобы вернуться в этот отель еще раз. Здесь же у нас в другую сторону парикмахерская. А туда у нас зона спа. Здесь же комната доктора. А туда у нас зона спа. Здесь есть витамин-бар. Можно насладиться витаминчиками. Здравствуйте. И вон у нас большой бассейн. Сейчас туда не пойдем. Сейчас лето, в принципе, не актуально. Джакузи есть. Есть банька. Хамамчики есть. Естественно, все бесплатно. Приходите плавать. Но сейчас летом не актуально. Зимой, когда мы здесь были, я все снимал. Снимал тренажерку, снимал. Все показывал. А сейчас по записи работает или свободно? По записи запишешь? Ну, обычно свободно, да? Никого нет. Лето. На сегодня, смотря на сколько часов. Ну, относительно. Я просто вижу, что сон. Все, мы побежали дальше. В общем, если смонтирую видосы зимние, там это все будет. Вот. Ну, тренажерчик хороший, банька хорошая. Мы прям плавали, купались, загорали. Загорали, потому что я тут в баньке так себя раскочегарил. Баня супер. Очень тепленькая, горяченькая. Я так раскочегарился, прям в бассейн прыгал, аж пар шел. Ну, здесь классно, поэтому вы знаете, здесь все есть. Вот, а что в плейлист заходите, кто хочет подробно про отель, когда я зимние видосики смонтирую, выложу, они будут прям в этом общем плейлисте. Все, и мы с вами выходим на эту прекраснейшую зеленую территорию. Здесь поют птицы, здесь куча зелени. Вот у нас главный корпус, лифт ездит. Все, музычка играет уже, все активизировалось. Мы с вами пойдем, будем наслаждаться этой природой, этим отдыхом, этим прекраснейшим летним периодом. Друзья, обязательно поддержите видосик лайком, комментарием, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, у нас много интересных видео. Колокольчики жмите, ну все как обычно. В общем, для вас поддержка, это простое нажатие кнопочки вот этой, для нас мотивация, помощь в продвижении роликов, канала в целом. Давайте до соточки добьем, хотя может когда это видео выйдет, у нас уже будет 100 тысяч подписчиков. Серебряная кнопка будет. Всем огромнейшее спасибо за подписку. Прям всем вот лично от меня. Все, поворачиваемся. Здесь у нас Турция прям живая. Бассейн, музыка. Все, лето красное, красные зонтики. Ну, просто красота. Передаю вам все эти эмоции. Кстати, вот здесь вот эти маленькие деревья, это кумкват.
Можете подходить, смотреть. Если растет, пару штучек сорвать, съесть. Это безумно вкусно, прям с кожурой целиком. Это Пумпусик моя младшая дочка. Там Никита побежал вперед. Смотрите, здесь есть, да, вот просто озвучивает, для детей с ограниченными возможностями есть такая штучка. Вас могут посадить сюда и спустить в бассейн, окунуть. Поэтому все предусмотрено для всех. Вот так вот вам покажу бассейны, основное здание, вот так плавно, медленно, чтобы вы увидели. Я думаю, вы еще на кадрах с дрона все это увидите. Большой бассейн, здесь маленький бассейн, детский аквапарк, здесь атмосфера мега летняя. Очень классно, что играет музыка, это всегда заряжает, поднимает эмоции. Мужчина идет с арбузом, как у нас. Возможно, с нашим арбузом, потому что мы его вчера забыли на пляже. Лоханулись, я сказал сынуле, говорю, сын, возьми кепку и арбуз. Он взял кепку, про арбуз забыл. Еще пойдем сейчас посмотрим. Если там его нет, пойду отбирать наш арбуз. Так что простите мужчину заранее. Детские водяные горочки, получение полотенец, мороженка и дорожка, которая ведет на пляж. Смотрите, вот ресторан. Мы вот здесь кушали. Мы вышли, прошли через основное здание. Вот так вот вышли и сюда прошли. Для того, чтобы вам показать территорию, всю красоту. Но вы можете прямо отсюда выйти. Вообще можете вот туда выйти, взять еды, выйти, сесть вот здесь вот кушать и наслаждаться вот этим красивейшим видом морским. Ну, а потом просто спуститься вот так по дорожке, оп, и сразу оказаться на пляже. Буквально 2 шага. Очень все классно, получается компактно, но при этом территория большая. То есть очень классное расположение отеля. Так, и у нас сегодня опять кабаны. Мы очень любим, потому что еще лето. Летом это потрясающе. Так, я чувствую, с мужчиной ругаться не придется, потому что наш круг в целости и сохранности. Мы вчера сразу забронировали нашу кабану повторно, и наш круг ждет нас здесь. Ура! Так, ну что, берем наши арбузики и отправляемся на пляжик. Да, Пумпан, ты готова? Слушайте, какой популярный, да, оказывается, арбуз. А их продают вот в отеле, в Мирамар мы были предыдущим тоже. И вот люди уже купили. Это бествеевский арбуз. У нас все бествеевское, знаете, бассейны, куча игрушек. Поэтому, блин, очень классная продукция, очень веселые штучки. До этого мы никогда не брали ничего, вообще ни разу. Вот сколько раз мы летали, ни разу, ни матрасы, ничего не брали. Как-то давно, когда в Египте были. Но вот мы в этот раз взяли арбуз, я не знаю, это что-то с чем-то. Вот теперь я просто всем говорю, берите с собой все, что есть у вас надувное. Просто берите из Москвы, потому что это дешевле. Здесь, конечно, это гораздо дороже стоит. Вы сами знаете, особенно в отелях. Вот, все, так вот. Берете, оп, и поплыли. Это реально весело, когда волны, когда нет волн, можно вдвоем залезть, лучше втроем. Смотрите, кстати, там уже водные активити, вам отсюда плохо будет видно, потому что далековато. Но там акваджим. Гимнастика прямо в море. Надо, конечно, давай. Раз, два, три. И поплыла рыбина, поплыла. Плыви. Поль, кепка спасай. Кепка улетела, Поль. Давай, ныряй за ней. Вот такая вот красота. Все, друзья, заряд позитивных эмоций. С утреца пораньше. И мы идем купаться. Вот мы купаемся над нами здесь. Парасайлинги летают. Классно. Он прям сейчас сюда ее сажал на берег и поднял еще раз. В общем, экстрим. Так, ну что, как вам кадры с дрона? Сейчас полетал. Вообще супер, конечно, красиво. Летал отсюда. Туда не хожу, потому что так пришлось выходить. И сейчас днем в жаришку ходить, снимать, это просто умереть можно. Да ли утром рано вставать, или вечером поздно. Поздно, ну не поздно, пока солнце еще просвещает все вот эти углы. Освещает, да, потому что когда уже 6:30, когда уже можно ходить, прям снимать, не угореть. Вот эти зоны, к примеру, они будут в тени. И так получается, что весь отель с виду уже не такой красивый, очень много тени ложится. Вот, днем сейчас пересвет, в общем, потом красить придется. В общем, полеты с дроном это целые заморочки. Надо на рассвете летать. Или вечером ловить, но вечером более красивые теплые кадры, на рассвете все равно еще светлые такие, белесые, вот такие, даже такой с дымкой.
В общем, старался, полетал. Пишите, как вам полеты. У нас тут, как всегда, фрукты, арбузы, шампанское, безалкогольное мохито для деток. Так, сегодня решили покушать в кафешечке, которая возле пляжа. Сейчас возьму много вкусняшек. Подробнее показывал в первом видосе, что здесь есть. Картошку фри себе возьмем. Чикен можно? Курочку сейчас возьмем. Так вот, будем кушать прям с видом на море Средиземное. Сейчас накрою. Возьму вкусняшек деткам. Очень классно. Обожаю так сидеть, кушать таким потрясающим видом. Слушай, здесь есть все. Хочешь целую рыбу, хочешь бургеры, хочешь крошку, картошку. Много-много всего есть. Выбор огромный. Тут прикольно. Музычка играет такая. Прям, знаете, атмосфера летняя, позитивная. Можно не стоять. Можно сказать официанту. Он вам все принесет. И садитесь, располагайтесь с прекраснейшим видом. Вот наши напиточки принесли. Взяли крошку, картошку, фри, курочки. Вот это вот курочка типа ростикса. Очень вкусная вообще. Слушайте, курочка это реально, это просто вообще бомба. Я прям мне Никитос сынуля принес вторую тарелку добавки. Сам ест картошечку, крошечку. Вкусненькие. И я ем тоже еще крошку картошки. Здесь, смотрите, прям ешь, и тут прям сыр плавленый, получается, он расплавился. Там добавляешь любые ингредиенты, он расплавился с солеными огурчиками. Это вообще райское наслаждение. В общем, очень классно. Обязательно сюда приходите покушать. Что-то мы все в Кабане нам приносят. Сюда пришли, прям вообще класс. Атмосфера, музычка. Вот гёзли мэшечки еще пекут. Сейчас отправляемся в жаришку. Сегодня 38, по-моему, 36. Днем жарковато, днем немножечко охладится. Сейчас сынулю запущу вот в эту детскую зону. Попрыгать, побегать, пообливаться. Давай, сынуля. Слушай, здесь так классно. Фонтанита. Вот здесь можно пробежать. О-хо-хо, как классно. Я вместе с сыном зайду, поснимаю его. Давай, Никитос. Слушай, класс. Давай под ведро, Никит. Под ведро вставай. Вот эти ведра набирают воду вот так вот, а потом опрокидываются. Смотри, в какую сторону, Никит, польется. Ха-ха-ха, мимо, прям на камеру. Класс, Никит. Супер, а? До всех щелей льет, из конфеток, из кругов. Вообще класс. Я сам всегда мечтал о таких штуковинах. Класс. Даже взрослым может забегать, идете, вам так жарко, забегаете в эту зону, охлаждаетесь, получаете море удовольствия. Ну а деток вот можно вот сюда отправить. Смотрите, есть еще такая управлялка. Никита! Можно прям управлять вот так, поливать, обливать. Так, ну поскольку у нас в детстве такого не было, я тут хочу испытать эти ощущения, эти эмоции. И вообще просто жарко, охладиться, это вообще милое дело. Хочу еще под эту штуку, как из бани, знаете, выходит, из вас бочкой обливают. Все, камеру сейчас зальем, на этом контент закончится. Смотрите, она не льется, а когда начинаешь управлять, она поливается. Давай, Никит, на меня. Главное не в камеру. Класс. Супер. Самое прикольное, что водичка здесь прям очень-очень теплая, прям, можно сказать, прям реально теплая. И дети не простудятся. Ну, такую жару. Сложно простудиться, мне кажется. Сынок, тебе понравилось? Да. Класс? Класс. Да, конечно, куча эмоций. Конечно, даже лучше, чем горки, да? Ну, горки тоже класс. Хотел снять вам мини-клуб этот, но у меня таким мокрым сейчас сюда не пустят. Там огромнейшее пространство. Это не мини-клуб, это поснимаем еще. гейм-центр. Там и гейм-центр, и мини-клуб, много-много всего. Да, там такая шумиха, движня, атмосфера. А здесь у нас такая тишина, релакс. Оба, смотрите, что-то растет, лимончик, что ли, на деревьях. Только заметил. Здесь у нас балдеж такой, релакс-зона. Что, в общем, нам в этом отеле так понравилось, что мы решили поменять наши билеты. У нас S7 был куплен. Одни билеты, вы знаете, мы уже бросили. Те, которые были туром, купили S7. Специально, чтобы, если что, можно было за доплату их переносить. Вот мы сейчас доплачиваем там по 15
долларов с человека и переносим. И остаемся здесь. Очень нам понравилось. Но сейчас еще и в Москве жара 30 с лишним градусов, 33-35. Кондиев у нас нету, и мы решили все-таки остаться в Турции. Был вариант еще в Шервуд, Кемер, поехать. Но что-то надоело, честно, скакать по отелям, уже хочется отдохнуть, немножко расслабиться. И здесь так классно. Остаемся здесь, в IC Сантай. То в IC Green остаемся, то в IC Сантай. В общем, такие отели, где реально хочется остаться. Бросить все и остаться здесь жить. Я сейчас забежал на ресепшн, продлеваем номера наши. Здесь по месту уже будем оплачивать. Сейчас давайте заодно вам покажу бар, что здесь дают в баре. Когда мы были в марте, здесь проходило шоу, здесь стояла сцена, живая музыка, все остальное. Сейчас, естественно, все активити на улице, поэтому здесь ничего нет, но зимой будет. Так, и здесь мы с вами переключаемся на другую камеру, на Осмо. Сейчас покажу вам, что здесь есть в баре. Смотрите, все напитки, которые здесь стоят наверху и внизу, все это бесплатно. Смотрите, Grants, Red Label, Ballantines, Jim Beam, Гавана Клаб, GB, такое количество, да, виски есть, раки разных видов, потом апероль, можно сделать себе коктейльчик, апероль, шприц, маргарита, все остальное, смотрите, сверху у нас водка Смирнов, русский стандарт, Бифитер, Чивас 12-летний, Black Label, Jack Daniels, Альмека, Куантро, Сафари, честно не знаю, что такое, что-то ни разу не пробовал, Малибу, Хеннесси, смотрите, VS, GB, Red Label, это уже было, Бакарди, в общем, даже несколько видов рома, и кубинский, и не кубинский, в общем, огромное количество. Смотрите, вон еще Егермейстер есть. Смотрите, вот такой специальный аппарат для налива текилы. Подносишь, так кнопочку нажимаешь, и все льется. И здесь тоже так же, смотрите, такие аппаратики стоят, туда вставляется бутылка, и там просто с той стороны бармен нажимает кнопку, и сразу наливается напиточек. Один раз нажал 50 грамм, два раза 100 грамм, ну и огромное количество соков. Вот все это пакетированное, вот там вот лежит много-много всего. В общем, и пиво, пепси, фанта, кола, спрайт. В общем, каждый здесь найдет все, что вы, как вы думаете про такой алкоголь, как он вам. Жмите паузу, пишите, мне кажется, выбор просто шикарнейший. То есть, ну и апероль натуральный, и огромное количество на все виды любителей, просто и водка, и раки, и виски, и ром. Мне кажется, шикарно, прям вообще классно. Ну а тут сейчас началась такая активная музычка, такая прям движня, хочется даже потанцевать. Блин, на Осмо что-то перестал снимать, потому что потом на монтажке звук очень сильно забивается. Я немножко поснимаю, а потом проверю. В основном все на Соньку, а сюда какие-то пролеты, еще что-то, вечернее шоу и так далее. Слушай, мы в основном вот на море отдыхаем, но многие люди прям любят у бассейна зонтики. Но класс, смотрите, в том, что огромное количество зонтов не просто по одному зонтику стоит, да, у бассейна, а в 3 ряда аж выставлено, то есть так, чтобы люди не кучковались там, да, по этим зонтам. А раз, один зонт тут, один тут, хочешь отодвинул, хочешь передвинул, получается, конечно, очень круто. Не экономят на зонтах, это огромный плюс, потому что, почему я это говорю, потому что когда мы были в Лимах, Аркадия, там было очень мало зонтов, хотя потом в конце я обнаружил, что эти зонты стояли просто складированы в одном месте, и их просто лень кому-то было вытащить. Вот и все. А здесь прям, знаете, все продумано. Хочешь тут, хочешь там. И наш Лейквилл опять вернулся. Что, друзья, покидаем это местечко. Сейчас только что у нас здесь прошел стрим. Да. Все участвовали, Китос, мама. Да. Жанна, точнее, участвовала. Я, Полька. Спасибо всем, кто присутствовал. Ну, это уже выйдет с задержкой, конечно, после стрима. Нажимайте колокольчик, чтобы приходили все уведомления. Потому что YouTube не всем уведомления присылает. Колокольчик нам был, чтобы стоял раздел «Все». То есть там да, есть на основе интересов, есть все, чтобы приходили уведомления. Разыгрывали бассейн сейчас. Поэтому сейчас может быть такое видео. Где-то там записывали, сейчас уже здесь. Часа 1,5-2 был стрим. Спасибо всем, кто смотрел, кто помнит это место, зажимайте лайкосик. Пишите комментарии. У нас был победитель. Сейчас разыграли большой, огромный каркасный бассейн от БСТВ. Вот так вот. Стараемся не только полезную информацию давать, но еще и полезные вещи, предметы. А еще вот нажимайте на колокольчик, но он не всегда будет срабатывать. Вот как я нажал на все. Надо, чтобы стояло все. Да, вот Никита сидел в номере, ему не пришло уведомление, представляете, что YouTube творит. Поэтому, почему я говорю, лайки всегда ставьте, потому что когда вы ставите лайки, пишите комментарии, колокольчик зажимайте. Но один раз надо нажать на основе, чтобы там все было стояло. И он тогда будет присылать уведомления, он понимает, что канал интересен, активен.
Все, опять ужин, опять мы уже уходим с пляжа последний, никого там уже нету. У нас уже вечер, и мы отправляемся на ужин в главный ресторан сегодня, наконец-таки. Мы заходим в главный ресторан, на входе здесь маски, для взрослых белые, для деток цветные. О, смотри, какая поль, со смайликом. Датчик температуры, который измеряет вашу температуру, и там на экране показывает сразу, какая у вас температура. Так что все меры безопасности соблюдены. Так, давайте начнем с детского шведского стола. Баночки с питанием, овощи и фрукты. И смеси. Мясных банок нигде в Турции в отелях не бывает. Потом здесь у нас, смотрите, пшеничный суп, вареный булгур, вареная рыба, вареная гречка, вареные овощи, пиде, макароны и наполитанский соус. Дальше у нас салаты, сыр, овощи, напитки разные для деток в пакетах, йогурты, картошечка отварная, свекла отварная, смотрите, вообще. И здесь десерты сладкие и фрукты. Черешня, дыня, арбуз, Все, что мы виноград. Детские столы, где деткам можно посидеть и посмотреть мультяшки. Cartoon Network. И блендеры, микроволновки, все здесь есть. Чтобы что-то свое приготовить, вам помогут. Кстати, время работы детского ресторана. Если ставьте на паузу. И отправляемся с вами на шведский стол. На все включено в Турции All Inclusive. Посмотрим, чем кормят на ужин в отеле IC Santai. Чай, кофе, все здесь есть, но это можно у официанта попросить, он вам все принесет. Давайте отсюда с фруктов начнем. Смотрите, дыня, черешня, арбуз. Летом очень много фруктов, и они очень сладкие. Виноград, много все, бананы, яблоки, разные яблоки, персики. Есть у нас много видов хлеба, 2 вида супа. Но супы, они каждый день меняются. Здесь мы сейчас с вами попозже на другую камеру переключимся. Поближе, чтобы поснимать. И здесь у нас, смотрите, пиде, овощи жареные, еще пиде, еще овощи жареные. Все перечислять не буду, чтобы побыстрее передвигаться. Картошечка фри, сигарета пирог, как ее называют, ролл с сыром. Hello, мераба. Пюрешечка. Здесь у нас рыба отварная. Потом здесь у нас гречка и овощ какой-то отварной. Пойдем, овощ, смотрите, сегодня очередишка здесь небольшая. Так, сейчас сюда приду попозже, вам поснимаю, когда народ рассосется, потому что нереально снимать. Просто, да? Сейчас попозже прибежим. Здесь, смотрите, у нас салат с тунцом. Так, вот здесь обычно бывает разные блюда. Сейчас я попозже вам включу, что здесь было в другой день. Да, шикарное блюдо. Потом здесь у нас соленье, коренье, варенье, разные холодные закусочки, разные виды салатов. Ну, тут такие, знаете, холодные закуски, где много-много всего. Все это за стеклом я вам показываю. Вот так вот, видите, здесь такое стекло. Я вам приближаю на камеру, чтобы вы могли разглядеть, что там есть. Фасоль, салаты с сыром, то есть, ну, много-много всего, сыр, разные виды сыра, еще холодные закуски, потом жареные там цукини тоже в холодном виде, морковка, перчик. Вот так вот, сейчас поближе вот здесь вам покажу. Вот так вот еще. Потом здесь у нас овощной стол, тоже небольшая чередишка, ну, не очень большая, но здесь огурцы, помидоры, все стандартно, хочешь в рубленном виде, хочешь в целом виде. Так, дальше с вами перемещаемся. Так, вот немножко в режиме онлайн. Сам ресторан вам покажу. Здесь макарошки, вы можете попросить, какие вы хотите, и вам любые приготовят. С разным соусом, длинные, короткие макароны бантиком, шмантиком, с сыром, вот, сырком посыпят. Все, что захотите. Вот здесь у нас стойка со сладким. Давайте покажу. Здесь у нас несколько видов мороженого. Потом турецкие сладости. Вот так вот. Потом пирожные разные, творожные, мороженое. В общем, в разных видах. Все. Так вот разглядывайте. И вот так вот еще, смотрите, печеные яблочки есть. Вот они. Так вот, и смотрите, пока я ходил, там даже не пришлось потом возвращаться. Все, очередь рассосалась. Буквально 1 секунду было почему-то. Видимо, народ сразу зашел. Здесь рис. Немножко пересвечивающую лампу, которая подогревает еду. Потом мясо. Это баранина в тандыре. Это гратен из шпината. Это из курицы какое-то блюдо.
картошечка. То есть, видите, здесь сверху тейбл-стенды. Читаю я вам, а снизу показываю. Это бирек с мясным фаршем, фаршированная зелень с перцем и креветки в горшочке. Смотрите, вроде неприметно, а на самом деле креветочки можно взять, вкусить креветочки. Вот так вот вам для обзорности еще ресторан. С живым звуком все пишу, из микрофона, чтобы, ну, понимать ощущения, как здесь ресторанчики. И вот там вот у нас еще зона гриль есть. Вот там вот мы зашли. И сейчас пойдем в зону гриль, вам покажу. Так, что-то в зоне гриль сейчас пусто, не знаю почему, может другое место перенесли. Сейчас пойдем посмотрим, поищем. И вот такие еще, видите, закуточки, где можно посидеть уютные. Можно туда в сторону улицы выйти, там посидеть. Так, зона гриль у нас отсюда переехала вон туда. Вот сейчас я вам покажу, пойдем. Ну еще вот бары, там все есть. Крепкая, не крепкая, ну все, официанта можно попросить. Здесь еще на улице зона, где посидеть можно. Там тоже бар, тоже напитки. И вот у нас еще огромная зона, которая зимой не работала. Это я даже о ней не знал. Здесь овощи, лампы такие подогреваемые стоят. Картошка, это жареная на гриле все. Потом здесь запеченная рыба и фаршированный соус. В общем, соус для рыбы. Так, здесь у нас, смотрите, рыба, вернее рис, а вот рыба. Сейчас я возьму обязательно целую рыбку. Овощи жареные еще, соус сливочный, овощи и жареная курочка, жареные картофельные крокеты и соус к ним. Я себе взял рыбу, котлетки, сыну тоже взял мясо, курочку, и он там еще что-то себе набрал. Пишите, что вы думаете про этот шведский стол, как вам, все ли классно, все ли вкусно. И раки, конечно же, были, но на раков я не попал, раки мы были на а-ля карте, но я вам их снял. Я очень люблю раки в Турции, они очень вкусно готовят. И вот еще котлетки подъехали с соусом барбекю как раз. Смотрите, сегодня у нас на ужин красная рыбка, огромное количество раков, вот так вот, смотрите, целое море раков и анчоусы. Еще какая-то рыбка. Да, вот сегодня у нас первый день, когда мы в а-ля карте сидим. Я зашел вам снять все вкусняшки. Сегодня мы пришли в очередной раз в а-ля карт. И сегодня у нас итальянское меню. Наводите телефоном на экран, и у вас откроется вот такое вот меню. Я себе взял карпаччо с говядиной, карпаччо с лосося, так есть. Ну, все как в итальянском а-ля карте. Цезарь, супчик итальянский, паста, ризотто, эскалоп, антрикот, десерты. Горячий шоколадный кейк я себе взял, что типа брауни будет. Сейчас вам все покажу. Такие закусочки стол нам принесли. И пару аперольчиков нам с Жанной. Нам принесли блюдо. Мое любимое карпаччо из говядины и карпаччо из лосося. Я заказал себе 2 холодных блюда. Я обожаю карпаччо. У Жани капризы. Так, а сейчас нам принесли равиольчики. Всем по равиоле. Тише, кстати, еще был суп филистроны, но я что-то забыл его снять. Карпаччо обалденный был, я его все съел. И равиоли тоже очень-очень вкусные. И чем а-ля карта здесь просто безумно вкусная. А сейчас нам принесли стейки. Вот такие аппетит. Да, перчику, пожалуйста. Вот так вот сейчас. Оп-оп. Спасибо. И Жанне тоже стейк. У нас уже стемнело. И вот такой нож специальный для стейка. Ну и, конечно, как всегда, Жанна доброе сердце. Кошакам раздает мясо. Стейк из говядины. Кс-кс-кс. Вкусные кошки. А я свой съем, к сожалению. Ну, один кусочек дал ему, остальное Жанна. Хотя это вкусно вам. Слушайте, стейки обалденные вообще. Кошки просто тут все. У мамы все отбирают. Очень вкусно. Слушайте, самый вкусный, конечно, а-ля карт. Это более европейский, это все-таки итальянский. Те тоже очень вкусные. Здесь прям вообще не остренькое, все прям супер вкусно. Если выбирать из всех а-ля картов, если у вас есть вариант сходить один раз только, то идите в итальянский. Так, нас сейчас нам принесли десерт. Сегодня я ходил, снимал видео, за кулисами все включено, и как раз вот эти вот макарони там делали. Вот такие вкусные. Еще один десерт, брауни скоро будет, а это у нас крем-брюле. Здесь как на конвейер все подносят, а сейчас будет брауни. Спасибо. О, это мой любимый десерт. Ага. Да, I know. Спасибо, да. О, смотрите, какая красота. Не знал, как вам снять одной рукой, потому что у меня в другой руке
свет, а в другой камера. О, вот это вкуснятина. Спасибо большое. Дается шарик. Оказывается, у нас сразу 3 Майкла Джексона. Красавцы. Очень классное выступление. А лунная походка будет? То есть, друзья, ну вот из всех отелей, где мы были за эту поездку, в этом отеле это вот самая, знаете, такая мощная атмосфера, самая такая турецкая. Вот ты прям идешь как вот раньше, знаете, прям вот в Турции, прям лето, жаришка, прям вот огонь, прям атмосфера, вот именно эмоциональная. Что, Зай? А что, подписчики тут легальные? Да, они там все сидят. 76 тысяч, нужно, наверное, 80 к тому моменту, когда видео выйдет. Все здесь сидят и смотрят. Знаешь, какая у меня классная камера. Давайте сейчас турецкие песни, турецкие традиции, все включают фонарики, огоньками машут. А вечером у нас сегодня живая музыка. Let's get down. Очень классные, веселые вечера, живая музыка сегодня. Спасибо всем, кто провел еще один денек вместе с нами в этом отеле. Как всегда, заряжайтесь позитивчиком, солнцем, морем, вкусняшками, напиточками, танцами обязательно. Огромное вам всем удачи и пока. Не забывайте не замечать никаких мелочей, просто наслаждайтесь, заряжайтесь и отдыхайте.